Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua, это рубрика «Комментирую игру» моего подписчика, и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ не один. Вижу, ему тут гоблин-убийца со старта пришел, и пока я, знаете, не забыл, хочу напомнить своим зрителям и подписчикам. Гоблин-убийца приносит монетку со старта, но в начале следующего раунда. То есть, когда отсчет по времени начнется в следующем раунде, то, соответственно, монетка принесется. И этот момент я хочу напомнить, потому что многие почему-то апают убийцу и не абузят его по максимуму. Вот на стриме был момент, где человек взял просто гоблина-убийцу, не заабузил, то есть не получил 2 монетки плюсом халявных, а просто взял, заабузил, точнее, взял его, апнул в 2 звезды и все, и плюс 3 монетки получил. О, там чел уже ливнул. Интересненько. Вот смотрите, сейчас плюс 1 монетка. Оп, появилась. Видели? 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 Плюс 1 монетка сразу появилась. Баф орков ему пришел со старта. Надеюсь, каточка будет очень интересной. А если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу игру, то в комментариях будет закреплено сообщение с конкретной ссылкой на конкретную запись в моем телеграм-канале, где я подробно объясняю, что нужно сделать для того, чтобы я прокомментировал вашу игру. Поэтому что правильно, если хотите, чтобы прокомментировал, переходите по этой ссылочке и смотрите все, что я требую. И все. И все. Вот так вот просто, прикиньте, да? Никаких обязательств вообще. Ну, хотя, ух ты. У него тут тролли со старта. А интересно, что он хочет сделать. Он хочет через троллей играть или он хочет через шаманов играть? Как-то я сейчас пока что не понял. Надо посмотреть на его расширенный пул. Надо посмотреть на его расширенный пул. Знаете, короче, у меня тут появилась одна интересная идея. Она максимально сложная, потому что, ну, все играют на мете и тому подобное. Короче, давайте я расскажу идею, я там уже не буду как бы вдаваться в подробности и все такое. У меня есть идея взять, сделать 12 уровень, сыграть через богов-жрецов, через Лину, через Вич-доктора, через Хекс-тролля. Ой, какие ему не очень артефакты упали. Ой-ой-ой. Ну, Святой Грааль, в принципе, можно взять, но... Ладно. Ладно. Кстати, нормально ему орки сыпятся. И что мы будем делать? Будем брать пандочку? Будем испытывать удачу? Да давай, продавай всех твоих своих троллей. Вот так вот вот. Зачем тебе эти тролли нужны? Вот это у него пингует. 1000 пинга. Дефолт. Так вот, есть идея. Сделать 12 уровень. Боги-жрецы. Плюс Лина, плюс Вич-доктор. И либо, может, вместо Лины, знаете, какого-то Лича. Вот что-то, короче, такое. Хочется, короче, попробовать как-то необычно сыграть на богах-жрецах. Очень необычно хочется попробовать. Да и, в принципе, мне хочется вообще 12 уровень как-то нафармить. Я давненько не выходил в 12 уровень. Очень давно не выходил в 12 уровень. Да что ж такое, глаз? Ну не чухайся. Вообще не чухайся. Алло. Глаз чухается, капец. Очень чухается. Так, походу его отвлекли. Не отвлекли. Ладно. Пандочку будет ставить? Ага, уровень взял. Но все равно пандочку, я думаю, поставят. Да. Угу. Ворка охотника все закинул предметы. Но я бы, на самом деле, может быть, даже закинул бы в резака предметы на ману. Потому что чем быстрее он будет ману реген, тем, соответственно, чаще он будет кастовать свою крутилочку. Ну, в принципе, окей. Типа, кабанчик это тоже имба. Хоть он и без рога войны, но все равно кабанчик это тоже имба. Ой-ой-ой. Сейчас Лина, смотрите, лагуну в резака кидает. Чекайте. А нет, ты шо, ты глянь. В пивную панду закинула. У меня обычно вражеская Лина кастует как надо лагуну. Мне в лицо. Добротно, мне в лицо. Сейчас, кстати, такой неплохой у него старт. Можно даже сказать, отличный старт. Потому что у него Марс, смотрите, у него баф орков, у него баф кунг-фу небольшой есть. И у него сейчас будет довольно-таки много урона. Плюс он довольно-таки будет плотный. Если ему что-то панда еще принесет, то будет вообще замечательно. Короче, интересно. Интересненько. Кстати, хочу напомнить, что в субботу в 6 часов вечера по киевскому времени будет стрим. Поэтому что правильно, запасаемся вкусняшками. Я всех вас жду. Всех. Абсолютно. Все. Вы поняли. Работаем. В своем телеграм-канале я, естественно, пишу, насколько будет стрим и что конкретно там будет. Либо же это будет рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», либо же это, соответственно, будет лобби с подписчиками. Посмотрим. Там мы посмотрим уже. Как обычно, если это будет лобби с подписчиками. Не, ну да, ну в принципе окей. Ну почему нет?
Почему нет? Ну, 7-й раунд плюс панда. Угу. Ясно, понятно. Вот это вот панда, если он еще сейчас фуловое кунг-фу найдет, то есть если он найдет сейчас... А чё он не ставит фигуру какую-либо? А чё ты не ставишь фигуру? И зачем ты орков убрал? Он в моменте, наверное, забыл о том, что у него уровень 5, и скорее всего, из-за этого он не поставил сразу фигуры и продал второго орка. Я бы, на самом деле, на орка не продавал, плюс 150 хп, это прикольно. Немного, но, в принципе, ладно. Плюс приятный бавчик, плюс 150 хп, нежели чем ничего. Лондруид. Ему, на самом деле, нужен еще один волшебник, и будет замечательно. О, играл я каточку, короче, вчера. Ко мне пришли такие противники мощные. На 10-м раунде. 5-й уровень. Лондруид в 2 звезды. Антимаг в 2 звезды. И Манки Кинг в 2 звезды. Как вам? 2% шанс выпадения на фигуру, если что. Я не знаю, каким образом и каким богам он молился ради такого стола, но это было жестко. Это не то, что было жестко, это... Охренеть, как жестко. Обожаю, когда люди играют через устрик. И я обожаю, когда таких людей много. Можно тогда таким огромным вылезти. На самом деле, когда ты вот так вот рано лутаешь панду, то это жестко. Ну, главное, чтобы нужная панда пришла. Допустим, хитрец. Или, допустим, нефритовый генерал. Если такие панды приходят, это очень жестко становится. Потому что, смотрите, вы экономите по деньгам из-за того, что у вас и так будет оверсильный стол и все такое. Ну, короче, это просто жестко будет. Ага, поставил все-таки вот таким вот образом. А надо посмотреть, наверное, расстановку того молодого. Второго вот этого Люцифера. Я более чем уверен, что сейчас этот Люцифер придет. Более чем уверен. Не, Сноррен пришел. Блин, ну пока что ему фартит. У него сейчас будет 6 винстрик. Если, дай бог, ему придет панда еще одна, это будет тоже шикардос. Либо же ему фуловая кунг-фу сейчас упадет, и будет замечательно. Мне интересно просто, что там Люцифер такое собрал, что у него 6 винстрик. 6 винстрик и день денег. Яйцо. Вкусно. Вкусно, очень вкусно. Ему бы клевер, конечно. Было бы вообще замечательно. С клевером бы жизнь показалась бы медом. Короче, ребят, пока вот тут начинается раунд, хочу небольшую рекламку моего телеграм-канала. В общем, в моем телеграм-канале есть чат комьюнити. Я там пишу об обновлении игры, пишу когда стримы и, соответственно, веду свой небольшой личный блог, что у меня происходит в жизни. Плюс провожу там всякие опросы, мнения и все. Короче, много чего интересного происходит, и никакого спама нету, поэтому что правильно, присоединяемся. А кто еще не поставил свой лайк под видео, то обязательно ставим свой лайк и комментарий от 3 слов, чтобы ролик продвинулся в тренды и рекомендации. Все, работаем, ребят. Работаем. А кто не подписан, то подписываемся. Так, левер упал, это отлично. Это шикардос. А чё по реликвии там? Ну-ка, сусколы берем, апаем сейчас вот так вот нефритового генерала и просто развалим всем кабину. Это жестко. Ему сейчас реально только не хватает фулового кунг-фу. А, ну сейчас он и поставит фуловое кунг-фу. Чекайте. Пингует, походу. Не пингует. Не, ну давай фуловое кунг-фу ставить. С фуловым кунг-фу будет намного лучше. Да с фуловым кунг-фу будет намного лучше. Ты чего? Так, топ не один. Ты должен написать мне в комментариях, почему ты именно так поступил сейчас, а не как-то иначе. Почему ты не поставил фуловое кунг-фу? Я что-то этого мува не понял сейчас. Наверное, протупил.
Раз он сейчас ставит фуловую кунфу, то я более чем уверен, что, скорее всего, он просто протупил. Ну, такое бывает. Я думаю, он в комментариях все равно ответит, но я же говорю, что, скорее всего, он просто протупил. Ну, типа, такое бывает. И знаете, вы когда сидите, занимаетесь какими-то еще делами, то иногда тупите. Очень тупите. Прям дико. Я имею в виду, не погружаясь в игру. Когда вы погружаетесь в игру, то тоже такое иногда бывает, потому что вы, знаете, там, сидите в своих мыслях, продумываете каждое действие, какую сборку, синергию можно придумать, что можно переиграть, что можно сделать. И из-за того, что куча мыслей в голове, зачастую ты можешь не уследить за игрой, либо же, знаете, там, вообще не замечать того, что очевидно, грубо говоря. Как говорится, одна голова хорошо, но две лучше. Охотники, фул зверя у молодого. Но там бог-орк собирается, кстати. Против бога-орка ему нужно будет собирать либо Марси, либо же Манки Кинга, потому что хитрец может это не вытащить. Нет, только если у хитреца, конечно, будут офигенные шмотки, то в таком случае он спокойно на хитреце затащит. Но чтобы у хитреца были обалденные шмотки, ему нужен щит 5-го тира, Радик, Мьёльнир. Что еще такого? Ну, шар бездны для того, чтобы он не сдох от магии, либо же просто морских поставить, либо же маска 5-го тира и под морскими тоже будет нормально. Вот, и, кстати, посох 3-го тира ему сейчас нужен. Но не против Джаггера это вообще плевать, на самом деле, насчет посоха 3-го тира, но против других это будет жестко. Ну вот смотрите, насколько эта панда решает. Особенно если она ранее в 2 звезды пришла, то это нереально огромное, как бы, очень много, очень много решает она. Во-первых, ты сидишь при деньгах, при инкаме. Ты не тратишься на какие-то там, знаете, махинации для того, чтобы ты получил какое-то усиление, либо что-то еще. Ты просто на это не тратишься. У тебя есть такая вот панда, которая все за тебя сделает. И это круто. Но это сильно. Типа, я всегда говорил о том, что если ты играешь через, допустим, какую-то панду, то у тебя куча инкама. И хп ты экономишь прям жестко. Но только если тебе приходит панда. Ну вот, допустим, именно хитрец. Надо поставить ему баф чернокнижников. И напоследок кабанчика чисто такого, знаете, похоронного. Поставил немного баф у этих богов. В принципе, неплохо. Но, как по мне, ему нужно будет поставить баф чернокнижников 1-го уровня. С бафом чернокнижников 1-го уровня у него будет 20% от хила. А это, извините меня, нормально такие суммы. Сейчас, если он кому-то собьет винстрик из топчиков, ох, это будет такая поплава. Ему бы улучшение в виде Марси в 2 звезды. Потому что с Джаггером будет трудно. Очень трудно. Так, кстати, там Мамора у молодого, что он там собирает по Маморе? Ну-ка. Хускар. Не, ну Хускара можно будет порвать. Если у Манки Кинга либо же Марси будет керрить, то он спокойно порвет. Без единого шанса. Интересно, когда он будет пытаться посох 3-го тира найти? Ну даже... О, не-не-не, талисманчик, талисманчик. Я так понимаю, он хочет через зверей сыграть, потому что он именно так все берет. Короче, почему я за талисман, а не за это кольцо? Во-первых, тебя когда будут бить, есть шанс, что сработает синергия кунг-фу. Обида. Короче, как я сказал ранее, что если ты берешь вот этот вот талисман на возврат урона, то есть он в течение 5 секунд работает, весь нанесенный урон, который там вам наносится, допустим, 50%, допустим, вот нанеслось 1000 урона, да, и 500 урона вернется тому, кто тебе нанес его, вот эту вот 1000, и, соответственно, вернется в эквиваленте чистого урона. То есть вам нанесли 1000 урона, 50% возвращается, это 500 урона чисто возвращается. И у кунг-фу есть такая фишка, что может сработать синергия кунг-фу, и это жестко. И вот против этого Джаггера она бы, наверное, может даже сыграла хорошую роль, потому что в течение 5 секунд он будет пытаться тебя крутить, а ты его просто возвраткой уничтожишь. Поэтому, ну, не всегда нужно, короче, как по мне, не брать этот предмет. Кольцо не настолько может быть импактовым, как по мне. Но, как говорится, хозяин барин, посмотрим, что будет дальше.
Нормальный Рубик скилл стырил. Ща пойдет впритык такой. Блин, там такие винстрики вкусные. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как же хочется стырить винстрика. Зачем он тролля держишь? Уберешь из расширенного пула тролля или не хочешь убирать? Боже, там 11 винстрик у молодого. Сейчас бы, прикиньте, забрать его. Если у него получится забрать этот винстрик, то это будет обалдеть как вкусно. 22 опыта как с куста. Надо посмотреть, что у него там за стол. Там, походу, охотник. А, не, подожди, там же был Хорк. Я перепутал с челом, который там на охотниках играет. Перепутал с челом, который на охотниках играет. Но будет играть здесь через зверей, судя по всему. Судя по тому, что собирает, будет играть через зверей. Интересно, сможет затащить сейчас или нет? Жалко, что взлет АЗС не работает на крутилку Джаггера. Ну давай, срабатывай, срабатывай. Сможет? Давай, давай. Давай. А вот была бы синергия чернокнижников, возможно бы затащил. Обидно. Чуть-чуть не хватило для того, чтобы затащить. Не, на самом деле был бы, возможно, у него талисман второго тира, то он бы смог и затащить его, потому что вернул бы ему весь, ну, сколько там, 5 секунд бы возвращал ему урон, и, возможно, сработало бы кунг-фу. Я просто почему-то говорю за этот талисман, потому что один раз у меня была такая тема, что против меня был нереально огромный Джаггер с посохом 3-го тира, с маской 5-го тира, с драконьим рогом, с щитом 5-го тира. А у меня был вот этот вот талисман. У меня была Марси в 3 звезды, у меня был вот этот вот талисман. И чтобы вы понимали, чел просто сам себя убил. Просто 2 секунды он сдох. Потому что вот этот талисман работал, он крутился и просто сам себя уничтожил. Это было, ну, это было жестко. Ему от хила не хватает люто. Либо же он найдет бусы, либо же, соответственно, он поставит баф чернокнижников. Так. Лондорит это хорошо. Челу сбили винстрик. А сбил ему охотник винстрик. А что там, охотник огромный? Интересно. Ну, такой себе, не огромный, но в принципе может натворить дел. Чел через рыжего лиса играет. Удачи ему, конечно. Более чем уверен, что он расстроится в конце игры. Там зверь 5 молодому пришло. Все. Ему 2 панды пришли и хватит. Так сказать, наслаждайся. О, нет. Нет. Хватит. Хватит бить головой об пол. А, плевать вообще. Просто... ваншот. Как же я обожаю эту тему. В прыжке он там прыгнул через клетку. И в этом моменте тупо заэвэдил скилл снайпера. Так, купи ВИЧ-доктора. Купи ВИЧ-доктора. Миндальная связь. Купи ВИЧ-доктора, поставь чернокнижников. Миндальная связь. Миндальная связь. Я тебе говорю, быстрее купи. Купи ВИЧ-доктора, поставь чернокнижников. Не работает. В последнее время моя миндальная связь ослабла. Ну, не хочет она воздействовать на других. Не хочет. Да. Такие вот делишки. Такие вот делишки. Эх. Вот бы всегда так кунг-фу срабатывало, только не по мобам. Мамора. Но Мамору сейчас ему просто даже некуда засовывать. Объективно говоря. Хотя Манки Кинг и Мамора. Манки Кинг и Мамора. Мамора Манки Кинг. Ладно, ладно. На мужика играют. Без Манки Кинга. Я просто не понимаю, хочешь сыграть через зверей? Ну, не брать Манки Кинга, это как по мне ошибка. Манки Кинга надо брать.
Как по мне, в этой игре топ не один часто отвлекают. Там, то ли по дому, то ли по что. Потому что часто у него такой простой, он менее чекает противников. Ну, как-то не сосредоточен. По-любому, знаете, там фоном музычку переключает, чисто драм н бейс какой-то. Либо дабчик подключает и сидит такой. Ну, типа, Мамору можно было бы взять. У него 79 хп. Хотя на 20 раунде это поздновато, но... Ну, Манки Кинга хотя бы можно было бы взять. Манки Кинг то, что доктор прописал. Блин, как же я помню то время, когда рыжий лис это был лютой имбой. Просто. Собираешь 6 зверей, находишь рыжего лиса в 2 звезды, находишь камень Киры и просто рвешь всем 5-ю точку. Хаваешь всех друидов, у тебя 1500 урона на рыжем лисе, и просто если у тебя Battle Fury есть, то до свидания. Это было жестко. Вот то времена были. Антимаг. О, Шира сбил винстрик. А что там у Шира? Шира тоже бог-орк. А что у него по богу-орку там? О, чел играет на самом... Боже, как вы меня бесите, инсектоиды, клянусь. Я не хочу грубить, но как вы меня бесите, инсектоиды. Просто все, кто играет на инсектоидах, у них 1 IQ. По-другому это не назвать. Зачем пытаться потеть, когда можно не потеть, а собрать вот этот вот билд, поставить себе парочку имбовых персонажей и все. Зачем потеть? Правильно? Темпларку молодой нашел, хорош. Надо отхил поставить. Без отхила очень тяжело играть. 20% отхила много ему дадут. Кстати, взят АЗС нереально его сейчас спасает. Там столько скорости атаки режет. Да ну прыгни на Тинкер, ну что ты там... Там, кстати, чел на богах-орках его тоже вынес. Ему отхил нужен. Не хватает, тупо не хватает отхила. 20% это тоже, ну, это вроде бы как немного, но это поможет. Так, 4 зверя, окей. А поставил бы Манки Кинга, у него уже было бы 4 зверя. Ага. Я так понимаю, он хочет через Марси, наверное, сыграть. Чем через Манки Кинга. Он будет 10 брать. На 10 уровне поставить себе фулл синергию зверей. Ну, просто, если он будет играть через хитреца, хотя я сомневаюсь, что он будет играть через хитреца, потому что там есть 2 бога-орка. Ну, 1 точно. О, Манки Кинг присосался. Ой, Манки Кинг, антимаг присосался. Хитрец, на самом деле, очень жестко защищает вот этих всех манки, вот этих вот всех инсектоидов. Очень жестко защищает. Был бы у него посох 3-го тира, он бы еще его быстрее зачистил. Но только есть один момент. Это вот эти вот змейки, которым просто плевать. Просто полетел, полетел, полетел. Минус 20. Вкусно. Еще один хитрец, спасибо. Поставь чернокнижничков. Ну чё ты так не хочешь их ставить? Угу. Да, был Monkey King когда-то. Нормально ему так пришел у друиду 3 звезды. Да, пропустил ты свое счастье в виде Манки Кинга. Вот когда он тебе упал, и Мамора там упал, вот надо было тебе его отобрать. А не взял тогда, и все, видишь, как жизнь сразу медом, мне кажется. Сразу жизнь такая скудная. Я так понимаю, он хочет еще и инчу поставить.
принципе, он сейчас мог бы спокойно закерить себе Марси. Как по мне, это было бы намного лучше, потому что в таргет дамаг. Вот на самом деле, когда ты играешь против инсектоидов, вот этот хитрец спокойно их может зачистить. Но только вот проблема это все-таки змейка. Змейка нереально душит. Она так задалбывает, эта змейка. У нее 80% магического сопротивления, она так душит. Эх. Это все не надо. Ой, ой, какой хороший предмет упал. Посох третьего тира, отлично. Дух, ой, дух. Зверь пятерка, отлично. Марсия. Вот все. Не купил тогда Манки Кинга, все, забудь. Никаких тебе больше Манки Кингов. Пролюбил ты свое счастье, пролюбил. Да все. Потеряно. Твое счастье было потеряно. О, ладно. На последние деньги нашел. Кстати, о птичках. Сумку Пандемена не юзнул. Я как-то за нее тоже забыл. Ему надо было, когда он ролился, сумку Пандемена юзнуть. Но чего не сделано, того не сделано. Поэтому посмотрим. 2 инсектоида. Один из них... Ой, какие там жесткие инсектоиды. Ей-богу. Больно. Отхила нет. Из-за этого вдвойне больно. Решил сумку Пандемена сейчас юзнуть, интересно. На способность у Рубика. Агр Акса. Надо было поставить Акса наперед, чтобы он агрил и кайфовал от жизни. Свен нашелся. Джаггер через крутилочку. И через посох третьего тира. Это неприятно. Инсектоид, конечно, тут сильный. Но я думаю, с охотником у него проблем никаких не будет. До определенного момента. Там Свена в 2 звезды молодой нашел. Под инсектоидами. Отхил нужен. Отхил нужен, кровь из носа. Свен 2 звезды. Свен без демонов 800 урона с руки в двоечку. Нормалек, нормалек. Порвал. Порвал как тузи грелку. Еще один МК. Хорошо. Но на самом деле у него большие шансы на победу. Пока что еще большие шансы на победу. У него есть все. Инсектоидов он, в принципе, будет душить. Если там не будет кучи змеек, то он их, в принципе, легко подушит. А если сработает, соответственно, синергия кунг-фу на все эти змейки, то вообще плевать. То есть, по идее, он реально может спокойно душить их. Очень спокойно душить. Я думаю, самая главная проблема для него это все-таки бог-орк и охотник. Это самая огромная проблема. Ему нужен щит 5-го тира. С щитом 5-го тира он будет даже их не ощущать. Ну и, соответственно, отхил нужен. Вот ну, видите, тупо. Чисто предсказал. Отхил нужен. Без отхила очень трудно играть. Не пришел Манки Кинг. Не пришел.
В общем, какие мы сейчас предметы необходимы? Вот там Джаггер 3 звезды. Но у него 21 хп у этого Джаггера. Может не затащить. Я думаю, инсектоидов этот Джаггер будет спокойно переживать. Ну да, там у него хорошие предметы. Для этого Джаггера самый опасный противник это охотник. Никто иной, как охотник. Ну и только. И знаете, что может быть произойти? Что сделается пару тычек от кунг-фу, и, соответственно, тот сдохнет. Может это так еще произойти. Но у того Шира очень огромные, очень хорошие предметы. Посох 3-го тира, маска 5-го тира. Это то, что доктор прописал против этого Джаггера. Но еще инсектоид может составить его проблеме, если он, соответственно, думов найдет. Найдет думов, будет огромная проблема у него. Не пробьет Джаггера, скорее всего. Ой. «600 хп. Еще и насумонилась. Не, ну ладно, хотя бы не так много насумонилась. Я думал, больше будет. Короче, ему нужен щит 5-го тира. И какие-то бусы на отхил. Два этих предмета зарешают ему игру. Щит 5-го тира поможет абсолютно против всех. Его будут бить охотники, щит будет возвращать, соответственно, щит будет возвращать, и есть шанс, что сработает синергия кунг-фу. И синергия кунг-фу будет срабатывать от их нанесенного урона, это прям будет жестко. Там Тракса, допустим, лютая, она может своего скрита убить. А вот прикиньте, с щитом 5-го тира, там мало ли того, что она сама себя скрита убьет, так еще и сработает возвратка от 5-го тира. 5-го тира щит нужен, ну, прям кровь из носа. Но ему нужен отхил, без отхила это будет ГГ. Но знаете, как это назло бывает, то, что ты играешь на кунг-фу, и у тебя не срабатывает синергия кунг-фу. А на мобах работает, будь здоров. Да давай Мамору уже и туда Манки Кинга. Ладно, лучше бы ты Мамору взял. Яйцо. Спасибо. Он сидит и думает такой, блин, да что продать? Ладно. Не скажу, что это лучший предмет. Не скажу, что это лучший предмет. Я бы на его месте поставил бы немножко чернокнижников. Немножечко. Как по мне, много потерял хп из-за того, что у него не было бафа чернокнижников со старта. Но это как по мне. Не верит, то ли он в 20% отхила, то ли что. Сильные предметы. Обезоружь, все как надо. Ну, то, что доктор прописал. В целом там сильный стол у этого инсектоида. Там охотник 4 чернокнижника поставил. Окей. 11 уровень, 6 охотников, 4 чернокнижника. Но я думаю, проблем у него с инсектоидом не будет. Только если не будет спамиться змейка. И только если он найдет какой-нибудь отхил. А, ну, в принципе, можно и так. Сейчас только что синергия кунг-фу отлично сработала. Плюс станчик от зверя пятерочки. Получается, зверь пятерочка имба. Может еще. Есть порох в пороховницах. Минус 15 инсектоида. Здорово. Так и надо этой твари. Всех инсектоидов я ненавижу. Просто из-за вот этих вот самого, ну, легкого билда в мире, который только можно вот в этой игре собрать. Инсектоиды. Самый легкий билд. Просто в тупую тебе 0 интеллекта надо для того, чтобы играть на инсектоидах. 0 интеллекта. И на нем играют все, юзают имбалансных метовых персонажей, и ты тупо сидишь с пальчиком во рту и думаешь, а чё так, а как играть, а как, ну что делать-то? Чё как делать, чё как? Такой бред. Я просто что-то говорю. Я последним временем пытаюсь записать что-то необычное, что-то интересное. Я пытаюсь там легионочку собрать и тому подобное. Просто в моем лобби по 4-5 инсектоидов, которые играют через антимага, манки кинга, орка жреца, орков, в этих вот этих чернокнижников, которые спамят. Как они бесят. О, Шира, до свидания. Вот это вот я понимаю. Синергия кунг-фу сработала. Как вам? Просто сработала синергия кунг-фу, он порвал им 5-ю точку. Хорош. 1 на 1 с инсектоидом, давай. Все, ему хана.
Сейчас, смотрите. Вот этот вот зверь-пятерочка берет и начинает пол хреначить вот этого вот. Короче, кого-то там начинает хреначить. Манки Кинг начинает палку сверху накидывать, а хитрец просто начинает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Давай, рви его. Держу кулачки за топ-1. Держу так, как никогда в жизни ни за кого не держал кулачки. Я верю в него. Я верю, потому что инсектоидов я ненавижу. Но на самом деле это обоюдоострый меч, потому что если там, допустим, родится Никс, и он сразу заюзает свои карапасы, то может прилететь ваншот в хитреца. Так, станчики. Ой-ой-ой-ой-ой, там просто половину толпы зарыс. Да! Разорвал. Молодец. Просто лев. Лев. Чел там с мантией 4-го тира находился. Да, это жестко. Но жестко то, что он еще этого Джаггера просто ваншотнул в моменте там. Это красиво, это очень красиво. Все, ну типа, инсектоиды были наказаны. Лайк обязательно поставлю. Все. Ну, в некоторых моментах я совершенно бы по-другому сыграл на его месте. Да, зверь это прикольная тема через кунг-фу, но в моментах он там терял много хп, там, где я бы поставил лучше чернокнижников. Чернокнижники дали бы 20% от хила, и это было бы много, в принципе. Этого, я думаю, было бы достаточно. Но на 20-м раунде я все-таки, наверное, бы взял Мамору, закинул бы туда Манки Кинга, который ему пришел, и просто пусть будет. Но он сыграл на мужика, он даже не купил этого Манки Кинга. Конечно, потом он его все равно искал, потому что ему это нужно было бы для синергии зверей, но... Ладно, ладно, ладно. Но красивая игра. Ничего не могу больше как бы дополнить. Очень красивая игра. В течение игры, в принципе, свои мысли выразил. Он на них ответит в течение игры. В комментариях, соответственно. Да, крутая каточка. Добротная. Получил нормальное такое количество эмоций. Я доволен. Я доволен каточкой. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях, а также не забудьте поддержать меня своим лайком, а кто не подписан, то подписывайтесь, потому что цель 5000 подписчиков, а там губа не дура и до миллиона недалеко. И кто не подписан на мой телеграм, тоже подписывайтесь. В описаниях под этим видео есть ссылочка на мой телеграм-канал, и в комментариях закреплена тоже ссылочка на мой телеграм-канал. И на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.